Одной из самых перспективных украинских разработок в сфере тяжелой бронетехники является БМПВ «Вавилон», разрабатываемый инженерная группа «Арей» по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины. При этом разработка ведется по стандартам НАТО. БМПВ «Вавилон» — это современная тяжелая боевая машина пехоты, тяжелая с гибридной силовой установкой, новейшей цифровой системой управления, сверхсовременным броневой и дополнительной защитой, не ниже Станок-6. Полная боевая масса машины — 36 тонн. Экипаж — 3 человека. Десант — 8 человек. Машина создается на базе ходовой танка Т-64. Инженерной группой «Арей» разрабатывается также отдельный вариант боевой машины на базе ходовой танка Т-84, а цифровой единственный комплекс управления разрабатывается с учетом требований по стандартизации и унификации ВВТ и может применяться на других образцах военной техники. В БМПВ «Вавилон» реализуются основные требования НАТО по военной технике при выполнении боевых задач. Защищенность и максимальные боевые способности БМПВ «Вавилон» на поле боя обеспечивают: А. Системы броневого и дополнительной защиты. Б. Модули дополнительной защиты с оригинальной бронезаливкой, защитными экранами, плитами подложки. В. Особая конструкция корпуса, который построен по принципу разнесенного бронирования. Конструкция корпуса формирует броневые ниши на надгусеничных полках для размещения обслуживающих систем, тем самым повышая устойчивость к пробитию и его последствий, вспышек, осколков и так далее. Двойной противоминную защиту днища за счет энергомодуля, тяговых аккумуляторных батарей и специальных защитных полостей. Бронированную перегородку моторно-трансмиссионного отделения, которая расположена на значительном расстоянии от внешних передних броневых плит. Внутреннюю защитную конструкцию капсулы. Бронемакеты корпуса прошли 5 этапов успешных испытаний и выдержали обстрелы снарядами 30 мм с дистанции 200 метров и кумулятивными и бронебойно-подкалиберных снарядов 125 мм с дистанции 500 метров. Повышенная динамичность и маневренность БМПВ «Вавилон» достигается за счет применения гибридной силовой установки. При полной боевой массе машины в 36 тонн гибридный привод обеспечивает максимальные тяговые характеристики во всех диапазонах движения на всех передачах. В состав силовой установки входит двигатель TCD 16,0 V8 дюц и электромашины мощностью до 500 кВт. Мощность основного двигателя — 768 лошадиных сил. Вместе с гибридным приводом — 1080 лошадиных сил. Гибридный привод позволяет повысить максимальный крутящий момент и улучшить тяговые характеристики во всех диапазонах движения, на всех передачах. Использование гибридного привода обеспечивает работу БМПВ «Вавилон» в следующих режимах. 1. Работа от основного двигателя. 2. Только электрический привод. 3. Комбинированный режим работы, при котором динамические характеристики шасси повышаются за счет электрооборудования. 4. Работа в режиме генераторной установки. Способность БМПВ «Вавилон» двигаться на электроприводе минимизирует тепловые излучения и шумовую заметность. Для максимального выполнения боевых задач предусмотрено дублирование основных управляющих электронных систем механическими, а также возможность использования тяговых аккумуляторных батарей и автономного энергоагрегата при выходе из строя основной силовой установки. Энергоагрегат, установленный в кормовой части машины, находится в отдельном забронированном отсеке и имеет все необходимые системы для автономной работы. Питание осуществляется от топливной системы машины, а производимое тепло может использоваться для обогрева машины или предпусковой подготовки при запуске основного двигателя. На энергоагрегат установлен компрессор кондиционера, встроенный в климатическую систему. Энергоагрегат позволяет обеспечить электроэнергией всех потребителей машины при неработающей основной силовой установке, а также проводить зарядку основных и тяговых аккумуляторных батарей.
Боевой модуль создан по принципу выносного оружия и оснащен ракетно-пушечным, стрелковым вооружением, вновь стабилизированным прицельным комплексом, цифровой системой управления огнем с баллистическим вычислителем и функцией автоматического сопровождения цели. На БМПВ «Вавилон» устанавливаются стабилизированные панорамные приборы наблюдения и прицеливания с телевизионными камерами, лазерным дальномером и тепловизором. На башенном модуле устанавливается новейший комплекс обнаружения лазерного излучения с системой постановки аэрозольных завес. Вооружение: 30-мм автоматическая пушка типа 2А-42, спаренная с 7,62 мм ПКТ, пулемет НСВ 12,7 мм, установленный на модуле выносного вооружения, автоматический гранатомет УАК-40, ПТРК «Барьер» с каналом управления ракетным комплексом. На башенном модуле применяются высокоточные приводы с электронной системой управления. Однако при этом остаются механические приводы-дублеры. Башенный модуль БМПВ разработан с возможностью перезарядки с середины боевого отделения, без открывания люков, как основного вооружения, так и пусковой установки ПТУР. Такое решение реализовано впервые в мире. В транспортном положении контейнеры ракет находятся в корпусе башни, в боевом выводится за ее пределы. Укладка боекомплекта предусмотрена в середине башни. Для БМПВ «Вавилон» разработан цифровой единый комплекс управления ЕКУ, который объединяет в себе основные системы управления машиной. Информационно-управляющая система построена на низкоуровневых контроллерах, реализована на военной технике впервые. В состав единого комплекса управления входят система управления движением СКР, система управления огнем СКВ башенного модуля, система управления огнем СКВ модулю выносного вооружения, панель коллективных систем, система кругового обзора, 3 автоматизированных рабочих места, АРМ. ЕКУ обеспечивает максимально правильное управление боевой машиной, применение вооружения, выбор оптимальных режимов работы, контроля показателей, возможность информационного обмена данными в общей структуре подразделения, ведение записей в архив, анализ всего оборудования, опрос показаний датчиков и вывода необходимой информации на мониторы. Система управления вооружением предусматривает независимую боевую работу боевого модуля и модуля выносного вооружения. Командир и оператор-наводчик имеют возможность выбора управления модулями. Предусмотрены команды «Дубль». Для БМПВ «Вавилон» разработаны новые средства разведки, обнаружения и предотвращения угроз, в том числе и за счет разработанной системы обнаружения лазерного излучения. Для оперативной оценки ситуации и возможности безопасно совершать маневры в движении, на машину устанавливаются камеры кругового обзора. Разработка первого в Украине полного цифрового комплекса управления позволяет продолжить создание на его базе дистанционно управляемых и роботизированных машин. На БМПВ «Вавилон» устанавливается унифицированная система запуска дымовых гранат и термическая дымовая аппаратура многократного действия, функционирующая на дизельном топливе. Машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров с установленным оборудованием подводного вождения. Конструкторами инженерная группа «Арей» обеспечено максимально комфортные условия работы экипажа и десанта. Для снижения утомляемости при длительном пребывании на задании разработаны анатомические кресла, климатические и фильтрационные установки. Анатомические кресла имеют 5-точечные ремни безопасности, ниши для противогазов и дыхательных аппаратов, регулировка по высоте, углам наклона сидения и поддержки спины. 3 сложенных кресла образуют спальное место или нишу для раненого. Электромашины и энергоагрегат обеспечивают использование электроэнергии экипажем и десантом в полевых условиях. Открытая архитектура машины позволяет формировать машины различного назначения и состава путем установки других вариантов ходовой части, функционально-агрегатных отсеков, вооружения и инженерного оборудования. Базовое шасси БМПВ «Вавилон» может быть заменной российскому базовому шасси для 2С3 «Акация»
2С1 «Гвоздика», ЗСУ-23-4 «Шилка», 2С6 «Тунгуска». БМПВ «Вавилон» — это новейшая разработка украинских конструкторов. Машина имеет более 200 новых компонентов, обеспечивающих ее значительные преимущества над иностранными аналогами, в частности за огневыми характеристиками, показателями осведомленности, защищенности, живучести, динамичности и маневренности. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал и обязательно прожимать колокольчик.